Привет, меня зовут Сергей. Скоро у нас с вами Новый год, и на Новый год, конечно же, все ставят елки. Но в этом году последний писк моды — это украшать елку не покупными шариками и игрушками, а плести их из резинок Rainbow Loom. И в этом видеоуроке мы с вами сплетем вот такой яркий, замечательный шарик, который вы можете подвесить на ветку вашей елки. А если вы сделаете таких шариков несколько, то получится вообще супер. Итак, поехали! Приготовьте ваш станок. Центральный его ряд снимите. Нам понадобится два крайних ряда. Открытые стороны ближнего ряда должны смотреть вправо, открытые стороны дальнего ряда должны смотреть влево. И приготовьте резинки тех цветов, которые вы будете использовать. В качестве основного я буду использовать розовый цвет, а орнамент мы с вами будем делать с помощью желтого и салатового цвета. Итак, берем резинку основного цвета и накидываем с первого столбика одного ряда на первый столбик другого ряда. При накидывании эту резинку перекручиваем восьмеркой так, чтобы по центру образовалось перекрестие. Теперь по ближнему к нам ряду накидываем 5 резиночек, каждый раз перекручивая их восьмеркой. 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь переходим к дальнему ряду, тоже накидывая резинку и перекручивая ее восьмеркой. И по дальнему ряду накидываем 5 резиночек, так, чтобы замкнуть этот прямоугольник вот на этом столбике. 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь на всех столбиках опускаем резиночки максимально вниз, чтобы освободить место для накидывания следующего ряда. Берем резинки опять такого же цвета и вновь накидываем по вот этому прямоугольнику, но в этот раз при накидывании нам не нужно поворачивать резинки восьмеркой. Мы с вами накидываем их просто обычным способом. 3, 4, 5. Это мы с вами делаем сейчас второй ряд. Всего рядов у нас будет 9. А 4, 5 и 6 ряд мы с вами будем делать из других цветов. 4 и 6 будет салатового цвета, а 5 центральный ряд мы с вами сделаем из резинок желтого цвета. Мне кажется, такое сочетание цветов будет хорошо смотреться на елке. И, наконец, замыкаем. Теперь поворачиваем станок боковыми сторонами столбиков к нам и видим резинки нижнего ряда и резинки верхнего ряда. С каждого столбика захватываем 2 нижних резинки, натягиваем и с внешней стороны скидываем внутрь вот этого прямоугольника на одном столбике. Теперь захватываем на следующем столбике, тоже скидываем внутрь, на третьем столбике, на четвертом и так далее до конца этого ряда. Теперь, чтобы нам было удобнее скидывать резинки вот с этого ряда, мы с вами давайте станок повернем другой стороной к нам. И здесь уже легко захватить резинки нижнего ряда и скинуть их с внешней стороны внутрь. Замечательно. Вновь опускаем резинки максимально вниз и сделаем еще один точно такой же розовый ряд. И вот мы с вами переходим к накидыванию 4-го ряда, а мы с вами договорились, что этот ряд 4 у нас будет салатового цвета. Поэтому накидываем по прямоугольнику резинки салатового цвета. И затем, как обычно, снимем резинки розового ряда, который ниже, с внешней стороны внутрь.
Пятый ряд у нас состоит из резинок желтого цвета, и поэтому накидываем, как обычно, желтые резинки. Шестой ряд. Здесь нам понадобятся резинки салатового цвета. Берем и накидываем их по периметру нашего прямоугольника. Для 7, 8 и 9 ряда мы с вами используем резинки розового цвета. Девять рядов мы сделали, и теперь давайте снимать получившуюся конструкцию со станка. Делаем мы с вами это следующим образом. Вставляем крючок в один из столбиков, придерживаем резинки, которые находятся теперь на крючке, пальцем, чтобы они не слетели с крючка. Теперь заводим крючок в следующий столбик, захватываем резинки с него, придерживаем пальцем, снимаем. Теперь со следующего снимаем. Со следующего тоже заводим, придерживаем пальцем и снимаем. Дальше. Из последнего столбика этого ряда тоже захватываем резиночки и снимаем. Теперь точно так же нам нужно снять резинки из дальнего ряда. То есть сначала заводим столбик, захватываем эту пару резинок, снимаем со столбика. Следующий. Захватываем пару, снимаем. Еще один. И, наконец, здесь у нас осталось 3 столбика и, соответственно, 3 пары резинок. Так, и последняя пара. Ну вот, мы с вами практически сплели нашу новогоднюю игрушку. И сейчас нам понадобится одна резинка, на которую мы скинем те петли, которые сейчас находятся на крючке. Накидываем на кончик крючка одну резинку, натягиваем ее указательным пальцем. И крючком оттягиваем вот эти петельки немножко вверх, чтобы было место для того, чтобы протащить крючок и, соответственно, вот эту резиночку сквозь те петли, которые на крючке есть. Аккуратно, нечаянно не захватите ничего лишнего. И не забывайте, что у вас должна быть натянута резинка, которую вы придерживаете пальцем. Если она будет не натянута, то она слетит с крючка. Ну вот, на другом конце этих петелек я вытянул эту одну резинку. Теперь мы сделаем из нее петельку, заведя одну ее часть внутрь другой ее части. И равномерно затягиваем вот эту область, которая у нас сейчас получилась. Теперь эту петлю, чтобы она не торчала, мы с вами куда-нибудь вплетем внутрь. Сейчас эта резиночка у нас идет по часовой стрелке. Поэтому вплетать ее желательно в обратную сторону, то есть против часовой стрелки. Захватываем вот здесь несколько петелек и заводим сквозь них петлю, которая у нас получилась. Натягиваем. Теперь еще в другие какие-нибудь заведем. Тоже вытянем. И можно теперь даже внутрь ее вплести, внутрь будущего нашего шарика, изнутри продев крючок. И захватив вот эту петлю внутрь. Замечательно. Одну часть мы с вами сделали. Теперь нам этот шарик нужно набить или ватой, или каким-нибудь другим наполнителем. Я буду использовать вот такой синтепон. Набивать желательно довольно плотно, чтобы шарик у нас был именно в форме шарика, а не в форме какой-то другой фигуры. Вот я набиваю, можно еще набить.
И сейчас будем вот эту другую часть тоже вот так сплетать. И давайте займемся этим. Посмотрите на окружность. Окружность у нас с вами создана из резиночек, которые образуют петлю. Здесь пара, здесь пара, здесь пара и так по окружности. Мы заводим крючок в одну из пар резинок, затем в следующую пару, далее еще одну пару, потом в следующую пару, в четвертую или в пятую уже, столько, сколько у вас на крючок поместится. Допустим, у меня на крючок поместилось 6 пар резинок. Теперь я беру одну резиночку розового цвета и протаскиваю ее сквозь те петли, которые у нас сейчас находятся на крючке. Протаскиваем точно так же, как делали буквально несколько секунд назад. Единственное, что нам нужно еще и остальные петли туда вплести. Поэтому ту часть этой резинки, которая находится на крючке, я ее накидываю на палец и захватываю еще несколько петелек. Допустим, раз, следующую 2, следующую 3. И тут вот четвертая еще петля. Я ее тоже не забываю захватить. Если вы захватите какие-то другие резиночки, то ничего страшного, в общем-то, не произойдет, потому что здесь таких огрехов особо видно не будет. И протягиваю ту резинку, которую мы с вами используем для соединения. Протягиваю ее сквозь те петли. И еще здесь у нас с вами осталось сколько? Одна и вторая. Так. Протаскиваем вот эту сквозь оставшиеся. Делаем петлю. И аккуратно и равномерно все это дело затягиваем. И теперь эту петлю нам точно так же нужно вплести внутрь или куда-нибудь в сторону в другие петельки, как мы с вами делали это чуть раньше. То есть заводим в какие-нибудь петли, захватываем и выводим с другой стороны ту петлю, которая у нас торчит и которая нам немножко мешает. Ну вот, мы ее с вами спрятали. Теперь давайте этот шарик немножко расправим, чтобы он у нас приобрел именно форму мячика. Теперь возьмем несколько, 2, 3, 4 желтых резинки и будем делать вот что. Возьмем одну резиночку и накинем ее вот сюда, сквозь, точнее не сквозь, а между вот этими рядами. И с обратной стороны, чтобы она у нас располагалась между рядами. Возьмем еще одну резиночку, пропустим, например, 2 ряда. Вот один, вот второй. И здесь накинем. И с обратной стороны тоже, чтобы у нас между двумя рядами это вышло. Вот так. Теперь еще одну резинку. Получается у нас третья. Тоже пропускаем 2 ряда. Накидываем здесь и накидываем так, чтобы с обратной стороны тоже она у нас ровненько была накинута. Вот такой шарик у нас получился. Но пока не хватает ему той части, за которую мы с вами шарики подвешиваем на елку. Чтобы создать такую часть, делаем следующее. Заводим крючок сквозь те 3 резинки, которые мы с вами только что накинули. Теперь берем пару розовых резинок, скручиваем их в 2 оборота на пальцах, накидываем на кончик крючка и продеваем сквозь эти желтые резиночки, которые у нас по центру. А другую часть возвращаем на крючок. Замечательно. И теперь возьмем одну резиночку, накинем на кончик крючка и протащим сквозь те петли, которые у нас на крючке были. И теперь затягиваем. Ну вот, у нас такой получился кончик, за который можно эту игрушку подвесить на елку. Мне кажется, у нас получился замечательный урок и замечательная игрушечка, шарик в результате этого урока вышла. Поэтому я надеюсь, что урок вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, каких цветов вы сделали новогодние игрушки. До новых встреч. Пока.